самых древних времен смерти все с ней связанное считалось в народе чем-то зловещим и таинственным. Места прошлых побоищ и жестоких убийств, старинные катакомбы и древние захоронения и, конечно же, кладбища исконно будоражили человеческое воображение и любопытство, одновременно пугая и притягивая к себе. Неудивительно, что вокруг них возникло множество поверий, примет и суеверий. Пытаясь упорядочить неизвестность и неопределенность всего потустороннего, люди придумывали определенные правила, специальные ритуалы и обряды поминовения, которые должны были уберечь их от гнева умерших и защитить от злых сил. Подобные традиции присутствуют во всех мировых культурах и зачастую восходят к самым ранним дням их становления. Канал Знамения расскажет, что можно и нельзя делать на кладбище, приметы и суеверия. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Верить в такие приметы или нет, каждый решает для себя сам. Однако вне зависимости от того, как вы относитесь к древним традициям и мистическим верованиям, знание народных мудростей может помочь сохранить душевное равновесие при посещении мест захоронений и кладбищ и ощутить связь со своей культурой и предками. Приметы и поверья окружают все аспекты посещения кладбища от прибытия до возвращения домой. Одним из самых известных и широко распространенных правил, связанных с проведыванием почивших родственников, является обычай избегать визитов на погосты в вечернее время, особенно после заката солнца. Издревле в народе считалось, что день принадлежит живым, в то время как ночь покойникам, и поэтому, навещая усопших в это время, люди нарушают их покой и даже могут вызвать их гнев. В иных традициях принято было думать, что при восходе луны к местам упокоения стягиваются злые силы, желающие навредить живым. Кроме того, многие люди верят, что до полудня души почивших навещают свои смертные останки, и если прийти на кладбище утром, то можно физически ощутить присутствие родного. Эти суеверия восходят к языческим временам, однако имеют под собой вполне рациональную основу. Проснувшись с утра, человек, как правило, наполнен силой и энергией, поэтому любое дело у него спорится лучше. Касается ли это похорон или уборки могилы. Многие верующие люди также разделяют мнение о том, что лучшее время для посещения кладбища утреннее. Однако перед этим обязательно следует помолиться, ведь в православной традиции молитва является лучшим способом почтить память умершего и облегчить его посмертную участь. Кроме того, рекомендуется проведывать могилу близкого человека в родительские субботы, специальные дни, отведенные для поминовения покойных родственников. Всего в году таких суббот 7. Мясопустная Троицкая, 2, 3 и 4 субботы Великого Поста, а также Радоница и Дмитриевская родительская суббота. Их даты рассчитываются по богослужебному календарю и изменяются каждый год. Существует и еще одно мистическое поверье, связанное с местами упокоения, которое гласит, что кладбище не следует посещать зимой. А если уж приходится, то на обратном пути нужно обязательно замести за собой протоптанную дорожку и обойти погост по кругу 3 раза. В противном случае человек рискует привести душу умершего или злого духа, обитающего на кладбище, домой. В основе традиционного регламента посещения кладбищ лежит в первую очередь желание выразить почтение и уважение отправившимся на тот свет родным и близким, а также страх расстроить или разгневать покойных. Поэтому и относиться к посещению места их упокоения следует как к визиту в гости к живому человеку. В народе считается, что приходить на кладбище обязательно нужно с гостинцами и угощениями. По традиции с собой берут различные сладости и мучные изделия, хлеб, блины, освященные куличи, конфеты, табак, если умерший курил при жизни, или стакан водки. Большую часть нередко съедают вместе с родственниками у могилы, но небольшую часть нужно оставить у надгробия. Пускай съесть или выпить принесенное мертвец не сможет, но забота живых обрадует его и покажет, что память о нем жива. Обычай этот восходит к языческим тризнам, и церковь не поощряет следование ему, однако напрямую и не запрещает. В любом случае при угощении почивших не стоит переусердствовать. Обилие гниющей пищи может привлечь насекомых и вызвать появление плесени, а такое точно не понравится ни покойнику, ни сотрудникам кладбища. Забирать вещи с чужих могил – это не просто дурной тон, но воровство и надругательство над умершим и местом его упокоения. Однако в народной традиции этот запрет идет дальше. Принято считать, что любая вещь, оставленная или даже оброненная на кладбище, принадлежит умершим. Уголовный кодекс в загробном мире не действует, так что мертвые могут отплатить такому преступнику по своему усмотрению,
наслав на него различные неприятности, беды и хвори. Но что делать, если на землю случайно упала ценная вещь, например, мобильный телефон, ключи от машины или кошелек? В таком случае рекомендуется выкупить ее у покойников, положив взамен монетку, конфету или печенье. В противном случае с собой обратно можно принести большую беду. Еще одним негласным табу при посещении кладбища считаются громкие разговоры или веселье. Не принято слишком ярко выражать свою скорбь. Это может потревожить душу умершего, а кроме того расстроить других посетителей кладбища. Хотя делиться с почившими радостями или переживаниями не воспрещается, делать это стоит осторожно. Сильное горе вызовет у них жалость к родному человеку, а большая радость – зависть. В обоих случаях покойник может попытаться забрать живого к себе. Нет ничего плохого в том, чтобы сфотографировать могилу родного человека и показать фотографию пожилым или больным родственникам, которые не могут посетить кладбище в силу здоровья. Также зазорным не считается запечатлеть на пленке мемориал известному деятелю, воинское захоронение и старинное место погребения. Однако фотографирование чужих могил потенциально может потревожить или оскорбить упокоенных в них мертвецов, которые обязательно попробуют наказать виновника. Кроме того, если во время съемки у могилы будет находиться душа умершего, она может застрять на снимке и навести беды на дом, где окажется снимок. Учитывайте чувства живых. Не всякому понравится, что последнее пристанище дорогого человека будут фотографировать чужие люди. Особенно опасным, согласно народным поверьям, считается делать снимки живых людей на кладбище. Такие фотографии могут запечатлеть негативную энергетику этого места и привлечь ее к тому, кто был на них запечатлен. Это грозит бедами, тяжелыми болезнями и даже смертью. Покидая кладбище, ни в коем случае нельзя оборачиваться назад. В этом случае существует опасность увлечь за собой душу умершего или иного обитателя кладбища и привести его домой. Хотя последствия такого проступка разнятся от народа к народу, этот запрет является одним из старейших и самых распространенных мистических обычаев в мире. Считается, что кладбища представляют особую угрозу для беременных женщин-младенцев и маленьких детей до 7 лет. Новая душа, которая должна прийти в этот мир, заставляет мертвых вспомнить о земной жизни и вызывает в них сильную зависть. Тоскуя по старой жизни, они могут попытаться забрать душу к себе. Что касается уже рожденного ребенка, то связь их души с телом еще недостаточно окрепла, что делает их уязвимыми к злым силам.